Привет! С вами Катя и Артем. Сегодня мы направляемся на прогулку в De Grote в Роттердаме. Начинается все с длинной тропинки, подсвеченной гирляндой. Таким образом, посетителей направляют ко входу в парк. Мероприятие проходит после заката, поэтому в лесу без подсветки кромешно темно. Затем вы проходите проверку билетов и попадаете в парк. De Grote – это мероприятие, которое проводится в Роттердаме уже 5-й год. Парк Роттердама, Кралингсе Бос, превращается в волшебный лес с помощью световых инсталляций, дыма и музыки. Такое же мероприятие проходит в то же самое время в Бельгии, в городе Антверпен. Мы посещаем Хротесхайн уже 4-й раз. Мы не были только в год открытия. В конце видео я добавлю кадры из прошлых лет. Вне этого мероприятия это городской парк со свободным входом, но где-то на 3-2 недели его украшают и посетители ждут после заката прогуляться по сказочному лесу. Сказочная атмосфера также поддерживается соответствующей музыкой и звуками, а также запахом и искусственным туманом. Посетители двигаются по дорожкам в указанном направлении. Потоки людей не пересекаются, потому что стоят заграждения в виде канатов, чтобы не было хаоса и толкучки. Обычно в парке несколько тематических зон. Например, в самом начале мы шли через синий дым, в котором были видны мелкие красные лампочки, как светлячки. Деревья подсвечивались контрастным белым или желтым светом. Очень интересно играли тени листьев, особенно контуры плюща на стволах деревьев. Затем мы пошли в следующую часть, где по сторонам тропинки стояли пни, из которых клубами валил белый дым и периодически мерцали цветные вспышки. Мне это напоминало какие-то зловещие кадры из фэнтезийных фильмов. Следующим элементом были круги на полях, которые загорались и потухали под мистическую мелодию, как будто это круги на воде от капель дождя, и все это на фоне переливающейся подсветки деревьев. Затем мы заходим в часть парка, где лучами подсвечивают непонятные коконы. Мне показалось это необычным решением, но слишком напоминало коконы насекомых в саду или ульи ос. Следующая часть впечатлила нас больше всего. На фоне туманного озера стояли деревья, у которых были видны только очертания ветвей и корни. Играла грустная виолончель и кричали журавли.
Завершающей частью была тропинка через проекции кроликов на деревьях. Я видела живых кроликов в этом парке пару раз. Прогулка по парку занимает около часа. В этот раз погода была сухая и было комфортно гулять по дорожкам. В прошлом году мы были после дождя и местами было скользковато. В самом конце тропы пел хор из 100 человек. В предыдущие разы хора не было. После прогулки можно остановиться на фудкорте. Тут можно выпить горячий глинтвейн, съесть вафли или картошки и просто посидеть у огня. Тут же на огне можно пожарить маршмеллоу. А теперь обещанная архивная съемка. Это пара кадров и фото из 2021. Больше всего за все 4 года нам понравились вот эти простые, но очень завораживающие прыгающие огонечки. В 2022 году было много проекций птиц, например, фламинго, голубей, колибри и сов. Также были изображения дельфинов, белок и бабочек. Мне очень понравилась эта часть с переливающимися лучами оранжевого и бирюзового. Здесь была дорожка из рогаток с лампочками. Почти на самом выходе висели такие плазменные шары. Их были десятки штук, и выглядело это очень залипательно. А это прошлый год. Из необычного и нового были фонтанчики с водой и подсветкой. В том месте, где в этом году были круги на поле, в том году была переливающаяся проекция волнами на деревья. Это отличный вариант провести осенний вечер. Будет здорово в следующем году посетить Гротесхайн в Антверпене. Спасибо, что посмотрели наше видео. Всем хорошего дня!